Ой, рычит как страшно. И быстренько-быстренько по маршруту забега на Иремель. Медвежьи какахи. Высшая точка Южного Урала. Мы отправляемся из приюта Арша. Время 7:32. Это бывшая южноуральская узкоколейная железная дорога. Уходит дальше в Терлян. А нам надо налево. Это бывшая станция Рудник. Сейчас это просто урочище. Поселение Рудник. Большая поляна. Перрон станции. Здесь когда-то был железнодорожный разъезд. После урочища Рудник тропа снова перестала быть практически тропой. То есть это такая старая заросшая лесовозка. Полностью заросшая. Местами вообще не проглядывается. Обозначения тропы встречаются. Но очень-очень редко. Если бы кто-то не прошел и не примял до нас, то в принципе тут тяжело понять, что что-то где-то когда-то было. Но здесь вот она еще читаемая. Есть участки, где просто все заросло травой, ничего не видно. А нет, вот метка появилась. Ну, почему-то синяя. Ну, будем считать, что тоже пойдет. Остается вершина перед Иремелем. Гора Баштур. Вот такая, так она выглядит. После нее уже будет спуск в Николаевку. Совсем немного. Жара. Все были холодные дни до этого. Было хорошо, комфортно. Сейчас уже стало жарко. Ну, конец июня в конце концов. Гора Баштур. 953 метра. 23 километра сегодня пошли с Верхнеошинского. Вот он, вершинный гребень. Сейчас попробуем пролезть. Баштур. Веревочка есть для тех, кто хочет полазить. Но вообще, конечно, доверять чужим веревкам не нужно никогда. Опа! Потому что они могут быть перетертые. Они могут быть старые. Так, вершина Баштура. 967 метров. Эй! Еще одна вершина маршрута большой южноуральской тропы. Николаевка, Иремель, там Тюлюк где-то. Это что у нас? Терлянский или что поселок? По-моему, да. А были мы... А нет, вон Терлянский, по-моему. А были мы в Кумардак. И вон Ямантау, малое большое Ямантау. Видно. И где-то там Машак, вот левее Кумардака. А вот это что за большая, кстати, гора? А, это Зигальга, по-моему, что ли? А, посмотреть. По-моему, Зигальга, да. Там внизу речка Рязань течет. Я сплавлялся, когда мы плыли прям вот вдоль. После вершины Баштура план такой, что сегодня вот 12:20, 23 километра прошли, спускаемся в Николаевку, попытаемся там закупиться и быстренько-быстренько по маршруту забега на Иремель и спуск в Тюлюк. Ну, это как бы еще почти 40, без малого 40 километров марафон. Посмотрим, получится у нас или нет. Да. Начинается нацпарк Иремель, его кордон. Размер платы 200 рублей надо заплатить. Плата за парковку транспорта. Вот наш путь. Большой Иремель.
КПП-1 Тюлюк. Тюлюк-то реально он там близко, видишь. Так. Итак, на кордоне Иремель, нацпарка Иремель мы регистрируемся, получаем за 200 рублей с человека входной билет, как положено. Мы не нарушаем закон, и поэтому нам нужно, чтобы нас контролировали, что мы там не остались ночевать на горе. Смотритель нацпарка Иремель, когда мы сказали, что мы планируем в 9 часов быть в Тюлюке, отсюда, от поста в Николаевке, пройти через гору и спуститься в Тюлюк, сказал, что это нереально. Ну что ж, ну посмотрим, как будет на самом деле. Пока все по плану. Идем дальше, на Иремель. Такое вот укрытие. Паркинг. Что он из себя представляет? Экстренное укрытие. Ну вот, нары, полиэтилен. В принципе, пересидеть дождь можно под тентом. У кого он есть. Последняя заправка перед вершиной. Куда-то туда, наверх пошла труба. Пошла тропа. Дальше уже сейчас будет выход из зоны леса. Луга Иремеля и виды в сторону Имантау. Красота какая. Идем на Иремель. Высота 1421. Прошли сегодня 51 километр. Время 7 часов. Подходим уже к предвершинному курумному взлету горы Большой Иремель. Так что скоро можно встречать закат на вершине горы. Но и как-то успеть в Тюлюк. 28 июня. Где-то 280 километров южноуральской тропы. Иремель. Большой. Высшая точка и ключевая точка, разрешенная, так сказать, высшая точка Южного Урала, гора Имантау. И ключевая точка Южноуральской, Большой Южноуральской тропы. Вот она. Вот она, эта точка. У-ху! 1590 показывает. Кто-то оставил желания свои на вершине. Мои дети здоровы, Агата. Богато разговаривает со Златой и детьми. Мой бизнес растет. Большой поток клиентов. Я буду леди. Да, кому что? Иремель большой. На закате красив, конечно. Теперь наш путь туда. Вот виден Большой Нургуш, а там вдали совсем
Ну вот Уреньга, вон она просвечивает, наверное, немножко до Нургушев. Фонарь солнечной батареи. Север, юг, запад, восток. Для тех, кто потерялся, он ночью, наверное, мигает или горит. Ну, спасибо на этом. Спуск с Еремеля в район Тюлюка. Вот такой представляет маршрут. Это очень непростой рельеф. Особенно после 57 километров ходьбы по горам. То есть гораздо сложнее, чем из Николаевки. Существенно. Потому что это камни, корни. В общем, что-то с чем-то. Здесь кордон с этой стороны, конечно, выглядит более регистрация. Так, тут тоже 200 рублей. Тоже 200 рублей. Вдруг тут меньше. Ну что, давай до свидания, Еремель. Надеюсь, увидимся еще. Так, время 10 часов. Мы идем в Тюлюк. Осталось где-то около 4 или 5 километров. Дорогу, в общем, здесь просто уничтожили. То есть, какая со стороны Николаевки идеальная, можно сказать, лесная красивая дорожка. И какой ужас со стороны Тюлюка. Это просто вот, как вот это можно назвать? Что это? Это просто издевательство над дорогой, над здравым смыслом, над людьми, над пешеходами. Грязь, грязь, лужи, грязь. Хотя дождей уже не было 2 дня. Вот как так? Так, мы спустились в поселок Тюлюк. Здесь прямо кафешки, лавка на лавке. Да, это, конечно, вам не Николаевка. Тут прямо жизнь кипит. Так, время 23:12, 28 июня. Мы прошли от Верхнеошинского до Тюлюка, 66 километров. Ну, конечно, было очень тяжело. Было тяжело, но вот мы сейчас пытаемся заселиться в Тюлюке, в Пилигрим. Посмотрим, что из этого выйдет. 7 дней прошло, неделя. Прошла неделя нашего похода. Мы находимся в поселке Тюлюк. И решили сделать дневку, потому что уже усталость накопилась. И чтобы не было каких-то травм, лучше день подождать и восстановиться. Поэтому для восстановления самый лучший вариант поселок Тюлюк. После 300 километров нужен отдых. Тяжело идти по 50-60 километров в день, поэтому дневка в Тюлюке. Отдохнуть, покушать, поспать и снова в путь. Еще 200 километров, чтобы закончить весь маршрут большой южноуральской тропы. Кстати, вот виден Еремель вчерашний наш.
база отдыха Пилигрим. Так что всем рекомендую. Хорошее место, красивое. 300 километров мы прошли за 151 час или 6,5 дней. Это маршрут Южноуральской тропы, который был изначально 300 километров от Банного к Тюлюку. И еще новый участок, промаркированный до Тургаяка, остался у нас. Ну, попытаемся его пройти. Село Тюлюк очень интересное. Например, внимание, граница аномальной зоны. Это какой-то дешевый косплей на малепку. Я так понимаю. 30 июня, 7 часов утра. После дневки мы выходим из хостела Пилигрим. Такой вот интересный хостел. Жить. Очень приятное место. И идем дальше. Вот первая метка Южноуральской тропы. Новые ее части от Тюлюка до Таганая. Мы выходим из Тюлюка рано утром 30 июня. Дорога, конечно, еле виднеется. Похоже, больше действительно на тропу. Идти более-менее приятно. Итак, от Тюлюка дорога в сторону Зюраткуля. По сути, для квадроцикла такая дорожка. Так, вы здесь, очевидно, да? Нам нужно идти у 3 вершин. То есть вот сейчас вот мы идем вдоль Березика, где-то его переходим. 3 вершины и потом Зюраткуль. Достаточно много. Водные маршруты, экскурсионные туры и все такое. Тропа до Зюраткуля из Тюлюка вот представляет собой изъезженную квадроциклами грязную дорогу. И это при том, что очень сухая погода. Что здесь будет после дождей или весной, надо понимать. Вообще, большая южноуральская тропа, она, скажем так, вот все эти красоты, которые мы прошли, которые пройдем, они действительно есть. Но надо понимать, что 80% всего пути это грязные, поросшие травой дороги. Километров Сибирка 37, Осипов, Кордон, Березяк, Кордон, 30 километров. Вот наш путь туда. Ключ Тимофеев. А где ключ? Да. Ключ, вот он где-то здесь должен быть. А он пересох. А воды-то и нету. Как бы нам не попасть. Ну, нам речка только Березяк. А хотя есть что-то. Ну, не знаю. В общем, какие-то остатки воды есть, но я бы и пить не стал. Так что ключ Тимофеев, не надейтесь. Нет, продолжая тему, действительно, вот такие вот, это, можно сказать, лучшие дороги, которые все время преследуют на этом маршруте. Ну, в общем, это все на любителя. На любителя, который понимает, что он готов вот 80% вот этого, 10% куромника терпеть. Ну, может быть, не каждому это нужно. Но надо понимать, что это есть. От Тюлюка до Зюраткуля построены на ручье Курендюш вот такие вот, ну, убежища, наверное, я бы сказал. Укрытие. Да, укрытие. Можно просто, накрыться спасательным одеялом, которое должно обязательно быть в комплекте. В обязательном комплекте аптечки. Спасательное одеяло из фольги.
И вот можно ночь перекантоваться как-то. Укрытие расположено в 11 километрах от Тюлюка. Ну, ручей, в принципе, пить, наверное, можно, но не нужно. Все-таки лучше кипятить такую воду, потому что тут головастиков много плавает. И вот здесь, на тропе от Тюлюка до Зюраткуля, мы видим медвежьи какахи. Что же у нас друг ел? Ну, в основном траву, конечно. Траву, ягоды. В общем, и двигался он в этом же направлении. Говорят, что тут самое медвежье место. Самый медвежий участок Южноуральской тропы, поэтому есть вот такой фаер для подачи сигнала. Японских автомобилей используется. Что еще? Стучание палками. Вот такая вот какофония, в общем. Ну, вообще, конечно, одному-то, наверное, здесь немножко грустно. Вдвоем не так. Также тут следы волка мы обнаружили в национальном парке Зюраткуль. О, лещик. А также здесь тут клещик сразу нападает. В общем, готовьтесь ко всем неожиданностям. Самое опасное для голеностопа не курумники на этой тропе, а вот такие заросшие тропой или видимые дороги, потому что непонятно, как под травой расположен склон, под каким углом. Каждый раз ноге нужно нащупывать. И это очень опасно и травматично. Так что надо иметь прокачанный голеностоп, если идти в кроссовках по этому маршруту. Вот по насыщенности медвежьих следов парк Зюраткуль, конечно, номер один. Здесь просто огромное количество следов, какашек медвежьих. В общем, тут и лоси. В общем, живности тут очень много. Единственное, это шуметь. Идти шуметь, и тогда, может быть, они будут разбегаться. А если идти тихо, я думаю, что можно легко повстречать и тех, и других. Мы дошли до речки Малый Березяк. Хотели тут, конечно, водой заправиться. От Тюлюка не было таких приличных источников воды. Были тоже мутные какие-то, очень смутные ручьи, полуболота. Но тут, я так понимаю, тоже не очень желание заправиться этой водой. Поэтому это становится проблемой. Как же тут быть с водой? Поэтому мы ждем, конечно, такой большой березяк, но не думаю, что она будет чище и лучше. И вот этот Виноградов хутор долгожданный. Какой-то домик, что-то. Туалет, да? Да. Это не колодец. Как ни странно оказался. Тут действительно стоит изба. Наши меткие Южноуральской тропы. Туда вниз уходит, и браконьер здесь был. Ладно, поняли. Вот такое вот место. Стоп. Печка, нары, газ. Вода. Ну, может, бензин. Нет. Клан Лося. Речка Березяк в конце июня, конечно, выглядит спокойной. А может, где-то тут какой-нибудь ключ бьет из-под скалы. Ну, тут надо уже, конечно, идти по воде, без всяких вариантов. Ну, река Березяк пахнет гниющей флорой, а может и фауной.
Поэтому пить из нее что-то как-то очень боязно. Вот. Сейчас прокипятим водичку, остудим. Но вот это единственный способ, наверное, потому что что-то не хочется не схватить каких-нибудь кишечных заболеваний. Поэтому от Тюлюка вот до Березяка воды, можно сказать, нет. Она есть, но она вся пахнет нехорошо и не внушает абсолютно доверия никакого. Вот такая вот эпопея по извлечению чистой воды. Хотя можно, может и пить ее, не остужая, не кипяча, но не знаю. Каждый пусть решает сам. Березяк на вид речка, обычная горная речка. Идет. Какой час уже у нас получается? Да, идет 8 час. Путешествие по Большой Южноуральской тропе от Тюлюка 33 километра пройдено. Мы проходим хребет Нургуш, пересекаем. Это вот высшая точка его. Вот так вот она выглядит. В отличие от горы Нургуш, Большой Нургуш, здесь вот так вот. То есть просека, высшая точка хребта выглядит именно так. Сейчас уже пошел спуск в район кордона 3 вершин Нацпарка Зюраткуль. На 33-м километре от Тюлюка при спусках хребта Большой Нургуш появляется первый адекватный и чистый источник воды из-под Курумной реки. Такой вот холодненький, настоящий родничок. Все, что было до этого, это вот не очень. Курумная река течет с хребта Нургуш. Дорога пересекает дорогу, и река течет дальше. Виден хребет Уван и гора Уван. Большой Уван, малый Уван. То есть здесь прямо проложили дорогу сквозь Курумник. Лесозаготовители. Речка Большая Калагаза. Скоро будет уже кордон у 3 вершин. Заминки, ну есть у меня комплекс упражнений, когда я бегаю далеко, там, многосуточно. Уже половина. Вот такой вот кордон у 3 вершин. Дом лося, сахатка. А лося-то, кстати, не видно, где он. Тут куча отдыхающих. Вершина Уван. По маршруту Уральской, Большой Южноуральской тропы есть ответвление на такой аппендикс на хребет Москаль. На гору Большая Калагаза 1048 метров. 4 километра. Вот сейчас мы по такой тропочке поднимаемся. 43 километра сегодня пройдено. Время 5 часов вечера. Надо успевать до поселка Зюраткуль после горы. И вот он вид хребта Москаль, вершины Большая Калагаза, Большой Нургуш, 1392 метра, насколько я понимаю. А здесь высота 1035. Сколько? 1035. 48 это вон главная вершина там. Но там, я так понимаю, вида сюда нет, поэтому вот весь хребет Нургуш, Большой Нургуш. И озеро где-то вот там, но его не видно. Жалко. Но тем не менее мы здесь, на треке, а мы вниз бежим, вниз. Ребята пошли наверх, нам надо успевать. Ну без рюкзака, конечно, хорошо. Прямо крылья вырастают за спиной. Даже несмотря на то, что почти 50 километров уже за сегодня пройдено, но все равно это гораздо легче.